Скандал вокруг золотого браслета Конниковой. Случайно попасть на турнир и выиграть его. Мужчина выигрывает женский турнир на ВПТ. Завершение сделки в СОП и GG Покер на $500 000. Вы на Покер.ру. Это 10-й скандально-покерный выпуск, и перед тем, как мы начнем, по традиции лайк, подписка, колокольчик. Спасибо! Заслужила ли Конникова браслет? Известная писательница, ученица Эрика Сайдела и покер-про Мария Конникова 14 октября выиграла свой первый золотой браслет в СОП. Она приняла участие в турнире на официальном сайте мировой серии. К слову, покер на нем доступен только посетителям из 3 штатов – Мичигана, Невады и Нью-Джерси. И все бы ничего, но этот ивент проходил в формате re-entry. И девушке понадобилось сделать 3 входа, чтобы получить столь желанный приз. Большинство не обратило на такой нюанс никакого внимания. Все начали поздравлять Марию с ее первым браслетом. Но известный комментатор живых чемпионатов в СОП Норман Чет решил начать дискуссию, опубликовав такой пост. Турниры по покеру в 2024-м. Не хочется бросать тень на Марию, только что выигравшую свой первый в СОП браслет. Но вот как все произошло. Она сыграла Fall Crazy Eights за $888. Участвовать в нем могут только те, кто находится в Мичигане, Нью-Джерси или в Неваде. У нее закончились фишки. Она сделала re-entry. У нее опять закончились фишки. Она снова сделала re-entry. У нее еще раз закончились фишки. Она опять сделала re-entry. В итоге она выиграла все и получила браслет. Этот пост вызвал бурю негодования в покерном сообществе. В комментариях к сообществу можно встретить разные негативные высказывания, но были и те, кто адекватно отреагировал на пост. Среди них оказался покерный учитель чемпионки Эрик Сайдел. Он написал, что не стоило поднимать этот спор. Мария долгое время шла к этой победе и заслужила ее. Подобный вопрос всплывает уже не в первый раз. Его суть заключается в том, должны ли проходить браслетные ивенты в формате re-entry. Или лучше, что они все будут фризаутами. При этом существует статистика, которую опубликовали на сайте Poker Industry Pro. Исходя из нее, видно, что начиная с 2022 года ежегодное количество выданных браслетов превышает 200 штук. На ВСОП офлайн приходится меньше половины, поэтому игроки и разделились на 2 лагеря. Представители старой школы предлагают вернуться к истокам или хотя бы сделать все браслетные турниры фризаутами. Современных же покеристов все более чем устраивает. На турнире Poker Stars North American Poker Tour в Лас-Вегасе в 6-м событии за $360 с неограниченным re-entry собралось 89 игроков, которые добавили 17 повторных входов. В итоге 106 регистраций создали призовой фонд в $26 700. И кто же оказался на вершине? Знакомый всем покерный про Уилл Файла, прихвативший пиковый трофей и солидные $7130. Однако самый забавный момент всей истории в том, что Уилл даже не планировал играть в этом турнире. Он зарегистрировался, думая, что это сателлит за $360 на главное событие за 5300. Файл рассказал, что изначально он играл в турнире за $1100. Однако, когда ему сказали, что повторных входов больше нет, он решил узнать, есть ли ближайший сателлит, и зарегистрировался, не подозревая, что это совсем другой турнир. Я зашел в игру, выиграл пару раздач, и тут кто-то спрашивает, сколько человек в этом сателлите? На что другой отвечает, какой еще сателлит? Ты не в сателлите, ты в турнире с гарантией 25 тысяч, поделился Файла. Я попытался сделать все, чтобы успеть на ужин с друзьями, но просто не мог проиграть ни одной раздачи. Все сложилось странным образом, и я выиграл. Я не участвовал в турнирах за $360, наверное, с 4 лет, пошутил Уилл. В разгар турнира ВПТ в Южной Флориде неожиданное внимание привлекло событие номер 48 – Ladies No Limit Hold'em с бай-ином в $250. Женский турнир собрал 83 участника и 17 тысяч призового фонда. Но вся интрига не в этом.
Победителем турнира стал мужчина Дэйв Хьюз, который унес домой $5555. По законам Флориды организаторы не могут отказать мужчине в участии в женском турнире. В итоге Хьюз воспользовался этим правом и вышел в топ, хотя его присутствие на женском ивенте вызвало много шума и критики. Эбони Кенни, одна из участниц, вела твиттер-трансляцию, документируя игру. Она отметила, что Хьюз агрессивно вел себя за финальным столом и даже успел поругаться с дилером. Несмотря на то, что Хьюз стартовал heads-up с солидным чип-лидом 6-1, его поведение не вызвало симпатии у аудитории. Многие профессионалы покера не остались в стороне от ситуации. Линда Джонсон, член зала славы покера, выразила мнение, что такие турниры нужны для создания комфортной среды для женщин в покере. «Я бы не стала участвовать в турнире, где мне не место, и мужчины также должны уважать это». Известный игрок Чарли Каррелл добавил, что хоть ситуация и выглядит комично, женские турниры необходимы. В смешанных играх девушкам часто бывает некомфортно, а женские турниры дают им безопасное пространство. Случаи, когда мужчины участвуют в женских турнирах, встречаются не впервые. Например, на ВСОП в Неваде организаторы прибегли к хитрости. Установили бай-ин для мужчин-участников в $10 тысяч, тогда как женщины могли играть за 1000. Хотя этот подход и позволил сократить число мужчин в турнире, он не решил проблему полностью. Даже с высокой ценой иногда находятся те, кто решается на участие. В покерном мире разразился настоящий скандал. Caesars Entertainment, как гром среди ясного неба, объявила о продаже легендарного бренда ВСОП компании NSUS Group Incorporated, владельцу GG Poker. Сделка завершилась за впечатляющие $500 миллиарда, 250 миллионов наличными и 250 миллионов в виде долгового обязательства на 5 лет. Слухи о возможной продаже, конечно, витали, но когда объявление было официально подтверждено, это вызвало немалый резонанс. Многие игроки опасаются, что с новым владельцем культовый бренд может потерять свою душу в погоне за глобальными амбициями и прибылью. Да, новый владелец пообещал, что главное событие ВСОП останется в Лас-Вегасе на ближайшие 20 лет, и покерные залы в отелях Caesars продолжат использовать бренд ВСОП. Но покерное сообщество уже делится на два лагеря. Кто-то надеется на свежую волну, а кто-то опасается, что GG Poker может изменить правила, атмосферу и саму концепцию ВСОП в угоду массовой аудитории. В компании NSUS бывших руководителей ВСОП ждут новые позиции. Тай Стюарт займет пост управляющего новой дочерной компании ВСОП, а Грегори Чоктон станет операционным директором. За кулисами поговаривают, что бывшие боссы ВСОП могут столкнуться с новыми правилами игры под жестоким руководством NSUS. Неужели им предстоит борьба за сохранение легендарного статуса ВСОП? Или нас ждет очередной корпоративный триллер? NSUS уже пообещала, что с новыми возможностями и средствами планирует сделать ВСОП глобальным явлением, придав турниру новое лицо. Генеральный директор Майкл Ким амбициозно заявил, что «покерный мир еще не видел того, что ждет ВСОП под крылом NSUS Group Incorporated». Однако фанаты, которые ценят мировую серию за ее уникальный стиль и атмосферу, задаются вопросом, не станет ли это расширение концом той самой магии ВСОП и окончательным превращением в безликий коммерческий бренд. На этом все. Пишите в комментариях, отправились бы на женский турнир на месте Дэйва Хьюза. И не забудьте посмотреть на канале прошлый выпуск, в котором мы рассказываем о таких скандалах, как Пи Диди в мире покера и воровство миллионов на мировой серии. Полный кринж. Не пропустите. Пока.